Привет-привет! Меня зовут Людмила, и вы на канале Людмила Шпакова в потоке. Название сегодняшнего разбора звучит так: «Он о вас самому себе». У нас будет 3 позиции, мои дорогие. Выкладываю ваших мужчин, пожалуйста, загадывайте их. Ну и что подразумевает этот разбор? Да? Какие-то глубинные впечатления о вас, какие-то глубинные мысли человека о вас, да? Что-то, что он не хотел бы сказать вам, например, да, вернее, как не может сказать вам, может быть, не хочет в чем-то признаваться, да, в чем-то может быть хорошим, а может быть и не очень хорошим, да, вот, но держит это внутри себя. Значит, сначала мы сделаем сигнификацию мужчины, потом послушаем, что же он говорит о вас самому себе, да, о чем он думает по-настоящему, глубоко-глубоко внутри себя. И после этого мы с вами возьмем совет для вас, что вам делать в данной ситуации, да, как относиться к этому мужчине после того, что вы услышите. Итак, 2, 3 идут у нас в ожидание. Лиса сегодня не захотела составить мне компанию, просто ушла с работы. Поэтому ведем мы с вами в гордом одиночестве. Итак, мы с вами, а я сегодня веду в гордом одиночестве. Кто же к нам пришел? Ну, какая-то жадина-говядина к нам пришла. Так, ага. Здесь мужчина, который, вы знаете, очень хочет хорошо жить, но не хочет много работать. Он считает, что для того, чтобы иметь большие деньги, вообще не надо работать, а нужно действовать какой-то хитростью, каким-то обманом. Может быть, где-то обмануть людей, может быть, где-то обмануть государство, да, то есть здесь человек считает, что большие деньги, они приходят не за честный труд какой-то, а вот именно когда ты хитер, как лис, я бы сказала так. Вот, значит, здесь мужчина может не иметь какой-то постоянной работы, у него есть специальность, но идет ощущение такое, что он не любит работать на какого-то хозяина, на дядю, да, как бы подчиняться кому-то не любит. И поэтому он, если имеет бизнес, то это свой бизнес, да, и это не совсем бизнес вот в том слове, в котором мы, в том смысле, в который мы вкладываем в слово бизнес, да, то есть это не что-то масштабное. Это может быть, он берет какие-то заказы, ну, не знаю, там плитку положить, да, взял заказ, положил плитку у человека дома, заработал какую-то копеечку и тратит ее, и не работает какое-то время, понимаете? То есть здесь мужчина, который может работать на себя вот таким образом, время от времени. При этом у него есть мечты о каких-то больших деньгах, да, и есть такое, знаете, интересное ощущение. Вот взяли бы меня вот в какую-то шайку-лейку, да, какие-нибудь бы люди, которые умеют эти большие деньги зарабатывать при помощи обмана, я бы с удовольствием к ним присоединился, сыграл какую-то роль, да, и денежки-то там и получил. Вот, значит, привык он вкусно кушать, долго спать. Такой вот человек, знаете, который живет для себя, для удовлетворения вот своих желаний, для наслаждения жизнью. И все, что не входит вот в это понимание наслаждения жизнью, все это он от себя отрезает. Вот, значит, умеет в отношениях притвориться жертвой обстоятельств, умеет попросить денег у женщины. Для него это нормальная ситуация. Умеет как-то, знаете, все так вывернуть,
что вот он белый, пушистый, он очень хороший, порядочный человек, а кто-то обязательно плохой, да, и вот этот кто-то, он его то ли обманул, то ли сделал несчастным, да, поэтому спасите, помогите, пожалуйста. При этом он может читать какие-то, вы знаете, философские книги, психологические книги. И когда вы с ним разговариваете, он вот прям изобилует, может быть, цитатами, может быть, какими-то умными мыслями. И у вас даже вообще вот, мысль зародиться не может о том, что перед вами человек, который склонен вообще к обману. И который считает, что именно обманом нужно зарабатывать большие деньги. Но у него пока не получается ничего зарабатывать, ни большие, ни маленькие деньги. В целом этот человек достаточно незрелый. Он не понимает ни структуру нашего мира, ни структуру коммуникаций. Такие понятия, как нравственность, тоже ему чужды, хотя он пытается показать, что он очень нравственный. Здесь есть некая такая личина, да, маска, которую человек демонстрирует, и есть то, что он из себя представляет на самом деле, такой с двойным дном. И первой картой выпала карта жадность, да, то есть здесь человек очень жаден, очень жаден. При этом, судя по всему, на себя, особенно чужие деньги, может быть, даже деньги женщины, он тратит с удовольствием на свои наслаждения какие-то, на свои желания, на исполнение желаний, да, вот. А если, допустим, вам дать денег или заплатить за что-то, да, что нужно вам, это вообще без вариантов. Вы у него не выпросите воды в дождливый день. Есть вот такой человек. От такого человека очень, вы знаете, не рекомендовалось бы иметь детей, потому что здесь вы абсолютно никогда не увидите алиментов. Да, если вы с ним развелись, то дети – это чисто ваша проблема. Он будет убегать от закона, он будет все что угодно выделывать, только чтобы не платить. И вас еще обвинит во всех грехах. Ну окей, хорошо, хорошо. Кого привели, того привели. Давайте посмотрим, да, что он говорит о вас самому себе. Что он говорит о вас самому себе. Он говорит о том, что вам удалось вывести его на чистую воду. Он говорит, что вы увидели в нем его настоящего, наверное, так. Здесь мужчина пытался, как-то, знаете, показаться вам кубковым королем, я бы так сказала. То есть он играл некую роль влюбленного в вас мужчины. Причем это, знаете, такой особый кубковый король, который немножечко отстранен. Типа того, что, знаете, я люблю тебя, ты знаешь, что ты для меня значишь, но я ничего не буду делать, потому что есть какие-то обстоятельства, которые нас друг от друга отдаляют. Может быть, вы замужем, может быть, там он женат, да, хотя я не увидела, чтобы он был женат, то есть здесь даже намека на это нет. Вот, значит, может быть, далеко живете друг от друга, может быть, финансовая какая-то большая разница между вами. Вот, то есть здесь человек мог, знаете, занимать какую-то такую очень интересную позицию, требующую действий от вас. Типа, ты принимай решение, дорогая моя, вот ты знаешь, я люблю тебя, я от тебя очень сильно зависим, но ты принимай решение и делай действия в мою сторону. Тогда ты увидишь, как я люблю тебя, тогда ты поймешь, как я люблю тебя. То есть в глубине себя человек видит вот эту свою маску, которую он вам демонстрировал. Эта маска, это была роль кубкового короля. И он говорит, что она увидела под этой маской
мою истинную природу. Да? То есть на самом деле он был в этот момент в паже кубков. Да? То есть тут ничего плохого не было. Он не то чтобы он замышлял против вас какие-то такие прям там действия, обокрасть вас, обмануть и так далее. Но здесь не было таких чувств, которые он обозначал. Он говорит о том, что в этот момент вы были ему приятны, симпатичны, но он очень сильно преувеличил свои чувства для того, чтобы вы начали какие-то действия по завоеванию его. Понимаете? Вот. И он говорит о чем? Он говорит, что вы увидели какую-то его нечистоплотность, что ли, двойственность, то, что он не искренен с вами. Вы это увидели и обозначили, наверное, понимаете? То есть здесь человек говорит себе о том, что ему не удалось манипулировать вами, не удалось воздействовать на вас и получить от вас то, что он хотел. Безусловно, он хотел от вас, чтобы вы были его императрицей. Но императрица здесь рассматривается не как женщина жизни, не как та самая единственная, а как женщина, которая может что-то принести, ресурс. Понимаете? То есть здесь он рассматривает вас как некий ресурс благополучия. Причем благополучия всякого. Это и финансы, это и ваша эмоциональность, это и ваша сексуальность, это и ваша забота. То есть это все, что вы можете из себя представлять, да, что вы можете из себя этому мужчине вытащить и дать, принести в его жизнь. И он говорит, что она, безусловно, очень ресурсная, она очень прекрасная, она-то настоящая императрица. А я вот нахожусь в 5 пентаклей, мне ей дать совершенно нечего. Но проблема-то в нем, знаете, какая? Что у него? Что он и не собирался ничего давать. Это потребитель. Он приходит только брать. Понимаете? Вот. И, соответственно, здесь как бы он обозначает очень важную роль вашу в своей жизни. Он говорит, что вы та самая женщина, с которой он хотел бы быть рядом, и которая могла бы сделать его жизнь вот такой всей прекрасной, той самой 9 кубков, к которой он хочет прийти в своей жизни. Что такое 9 кубков? Это карта кайфажора. Да, это карта человека, который получает удовольствие от жизни, наслаждение от жизни, но это человек, который не работает для того, чтобы это иметь. Понимаете? То есть на него это все падает откуда-то свыше. И честно, он говорит о том, что вы для него ресурс вот этого благополучия. Но вы по какой-то причине оказались еще и умны. Не просто императрица, которая имеет ресурс, да, а императрица, которая имеет ресурс не просто так. Она умна, и она его очень быстро просекла. И он и говорит, что честно самому себе, да, что она прекрасна во всех отношениях, но мне не удалось ее обмануть. Я бессилен обмануть эту женщину, потому что она умна прежде всего. Она выбирает себя, и неважно, какие эмоции внутри нее бушуют. Она полностью самостоятельно ограничила себя в проявлении этих эмоций, потому что увидела мое истинное лицо. Понимаете? По сути, я бы сказала так, это признание вашего ума, вашей мудрости и вашей внутренней силы. Безусловно, его это очень сильно злит. Очень сильно злит, потому что как это так? Я приложил усилия, я состроила из себя кубкового короля, да, а она, видишь ли, не пошла на поводу у меня. Его это злит, но я не могу сказать, что у этого человека есть какие-то истинные чувства к вам. Да, что это его злит, потому что он любит и вот не получает того, что хочет. Нет, здесь не про любовь. Вы приятны ему, вы ему очень симпатичны, вы для него привлекательная женщина. Но
еще больше его привлекает некий ресурс, который вы можете ему дать. Или, может быть, создать какой-то комфорт для него, пригласить его в свое жилище, обеспечивать его потребности. Вот. То есть здесь мужчина честно самому себе говорит вот об этом, о том, зачем вы ему нужны, что именно вас так привлекает, и что вы не дали себя в обиду. Хорошо. Совет для вас. Совет для вас. Так, сделаем. Ну, первое, да, совет для вас. Помните о том, что ваше личное счастье и удача не зависит от этого мужчины. От слова совсем. Вам не нужно действовать в его сторону. Вам не нужно прилагать усилия. Возможно, у вас сейчас есть ощущение, да, что вот он мне дал какие-то бразды правления, я должна сейчас вот что-то сделать, как-то проявиться, ведь действительно, как бы я была не права и так далее. Не надо делать никаких действий. Здесь очень четко сказано, что ваша удача не завязана на этом человеке, что сейчас у вас открыто колесо фортуны само по себе. И оно, возможно, если сейчас еще не работает, да, то вы увидите вскоре, оно начало двигаться, да, в положительную сторону, потому что здесь вот прям стоит такое начало вращения, я бы сказала. И этот человек является для вас искушением короче говоря, смысл совета следующий. 10 раз подумайте, прежде чем что-либо сделать. Действовать в его сторону вам не советуют категорически. И вам советуют разделить зерна от плевел. Понять, что зависимость не равно любовь. Вы думаете, что вы любите человека, на самом деле вы от него зависимы по дьяволу. Если дьяволу не давать волю, да, то есть если не потакать своей зависимости, не нырять в эти ощущения, не думать об этом человеке, да, обрывать себя, переключать себя на какие-то другие вещи, то постепенно эта зависимость, она может уйти. Вы действительно можете переключиться на совершенно иную, новую жизнь. И вот, ну, вам здесь советуют просто подумать, да, выбирать в любом случае вам. Ну, подумайте. И, конечно же, не нужно никаких проявлений. Благодарю вас, мои дорогие. Двигаемся дальше. Двоечки. Кто к нам пришел? Угу. Первое. Женатый мужчина пришел. Угу. Перевернутый колесничий. Мой любимый. У этого человека есть работа, постоянная работа, причем на протяжении многих лет он занимается одним и тем же и работает где-то. Я не скажу, что это последний человек в государстве, нет. То есть, если он работает на каком-то предприятии, то он какой-то замдиректора или, может быть, начальник отдела. То есть, ну, такой вот, знаете, как бы менеджер среднего звена. У него очень неплохой оклад, неплохая зарплата, но ему всегда хочется большего. И он говорит о том, что он мечтает на протяжении многих лет открыть свое дело. Значит, и постоянно учится, но учится он не профессиональным вещам, а вот знаете, как будто бы он ходит к коучам какого-то личностного роста, да, которые учат его, ну, я не знаю, там, поведению, например, да,
какие-то установки у себя в голове поменять, но они учат его не бизнесу. Может быть, конечно, там есть какие-то типа кейсы, да, знаете, как на некоторых курсах подобных существует понятие кейса. Кейсы – это некое там направление, да, кейс – это некое направление, в котором нужно работать. И, значит, вы приходите к нам, мы посвятим вас в то, чем можно заниматься дальше, да, вот в нашей сложившейся реальности. Можно открыть такой бизнес, да, ниша свободна, можно такой бизнес, ниша свободна. И вот все это как бы, все эти ниши называются кейсами. Вот. И здесь человек, скорее всего, ходит по подобным людям, по подобным курсам. И, по сути, каждый раз он оттуда возвращается полным такой, знаете, энергии движения жезловой, но абсолютно как бы все его знания ничего не стоят, потому что там дают пустышку. Понимаете, да? Вот, соответственно, учится он, и никак он бизнес свой не начнет. Работа у него есть, достаток у него есть, но ему недостаточно этого достатка. Хочется бизнеса, а бизнес, не получается открыть. Открыть не получается, потому что человек очень сильно боится сложностей, преград, боится того, что придется самому все решать. Когда работаешь на дядю, да, решает все дядя. Ты наемный сотрудник, и всю ответственность берет дядя, и все неудачи на себя берет дядя, а ты просто ждешь свою зарплату. А вот когда ты сам становишься во главе своего бизнеса, да, вот тут-то и начинаются проблемки, потому что все неудачи, потери денег, все ложится на твои плечи. Вот. И он этого очень сильно боится. Именно поэтому он здесь перевернутый колесничий в рыцаре Пентаклей. То есть его проблема того, что он не двигается вперед, он может двигаться. Он вроде и умен, и образован, и может стратегии какие-то строить, да, в голове, но боится двигаться – это раз, боится совершить ошибку – это два. И очень-очень долго думает. Пока он о чем-то думает, да, он уже передумал что-либо делать. Вот так. Ну и здесь на дне колоды у нас солнышко, которое говорит о том, что человек у нас достаточно нарциссичный, зацикленный на себе. Когда вы с ним общаетесь, он говорит только о себе, да, только о своих проблемах. Ему, по сути, как-то так, знаете, с высоты орлиного полета наплевать на ваши беды, на ваши переживания. Вот он будет только о себе, о своих каких-то планах, о возможных бизнесах разговаривать с вами. А вот ты знаешь, а я вот думал вот это, как ты считаешь, это разовьется, не разовьется. И вот вся ваша встреча может пройти в его вот этих словоизлияниях. Хорошо, давайте посмотрим. Он о вас честно самому себе. Так, здесь человек говорит о том, что вы давно не общались с ним, но вы являетесь очень близким для него человеком. Ощущение, что вы как будто бы его семья.
Но, скорее всего, женат он все-таки не на вас, потому что здесь идет расстояние, здесь идет отсутствие общения, и человек рассматривает вас как какую-то свою возможную любовь. На вас выпал здесь и туз кубков, и туз жезлов, и, скажем так, внутри себя самого он был бы очень счастлив, если бы был рядом с вами. То есть человек считает вас первой, очень сильной, женщиной, которая умеет преодолевать препятствия, женщиной, у которой очень хорошо сбалансирована женская и мужская энергия. Вы умеете быть очень женственной, очень мягкой, очень ранимой, очень сексуальной. И при этом, когда вам нужно, да, когда вы работаете, зарабатываете, вы можете как-то собраться, взять себя в руки и стать вот таким, знаете, как металлическим прутом, который бьет всегда, вот, достигая определенной цели. Вот. Он говорит, что вы принимаете решения, умеете принимать решения, вы очень умны. Здесь человек оценивает вас как вот просто очень высокоинтеллектуального человека, я бы сказала так. И здесь это все возведено на какой-то пьедестал, поставлено в какой-то максимум. То есть она очень умная, говорит он. Просто потрясающе умная женщина. Может быть, вы здесь общались по работе с ним так или иначе, да, и он смог оценить ваш ум, потому что он об этом думает. Вот, значит, воспринимает вас как свою семью, с которой давно-давно не было общения. И здесь человек говорит, что он разочаровал вас когда-то, вот когда это общение было. Он вас разочаровал, он не дал вам, может быть, какой-то стабильности, ничего не пообещал. Ну, то есть вот как-то из-за своей вот этой вот трусливости, да, которая у него по рыцарю Пентаклей, лучше я подумаю, помолчу, лучше я что-то не сделаю, чем сделаю по перевернутому колесничему. Это все отразилось, видимо, и на ваших отношениях, потому что он как будто бы, знаете, пересидел в кустах, переждал чего-то. И вы, наверное, замуж вышли, пока он пережидал. Вот, значит, здесь человек, безусловно, видит вас своей любовью. Любовью, которая не состоялась, которая находится далеко, да, с которой разорвано общение. Вот. Любовь, которая невозможна, но она настоящая. Внутри самого себя он вас воспринимает как некую целостную картину любви в его понимании. Если бы мы были вместе, если бы я когда-то не тормозил, если бы я настоял на своем, да, то мы были бы вместе, и это была бы настоящая любовь. А сейчас каждый из нас ограничен, говорит он, связан по рукам и ногам. И поэтому мы не можем быть вместе. Он считает вас прекрасным управленцем. Вот я, знаете, что хотела бы выделить? Здесь человек зациклен на своей несостоявшейся карьере, на том, что у него никак не получается начать какой-то бизнес, никак не получается расширить финансовые возможности. И всех людей он рассматривает с вот этой позиции, что человек из себя представляет в профессии, да, в достижениях, в зарабатывании денег. И вас он воспринимает так же. То есть, да, здесь есть разговор о любви, здесь есть разговор о вас как о человеке, но при этом он еще воспринимает вас очень хорошим управленцем. То есть он говорит: вот если бы мы с ней были вместе, если бы я тогда не тормозил, в кустах не сидел, да, то она помогла бы мне стать управляющим своей жизни. Да? Она научила бы меня вот эти потоки заводить, выводить энергетические, да, которые бы принесли мне деньги и мой профессиональный рост. Вот о чем он думает.
Понимаете? Внутри самого себя. И он себе еще запрещает вас любить. Здесь человек вас любит, во-первых, любит вас давно, любит вас очень основательно. Он испытывает к вам и страсть, и настоящую любовь, которая идет из сердца. И здесь идет еще уважение, что тоже большая редкость. Да? То есть это все составляющие любви. Вот. Но он запрещает себе вас любить по причине того, что есть ограничения. Ограничения – это, скорее всего, семья. Вот. А когда-то давно он вас упустил из рук. И, соответственно, самому себе он в этом честно признается. Хорошо, совет для вас. Совет для вас. Совет для вас. Ничего не ждите. Дьявол все сделает сам. Отлично. Отличный совет. Просто шикарный совет. Короче говоря, здесь первое. В вашу жизнь идет финансовое благополучие. Девятка пентаклей, девятка кубков. Шикарные карты, которые, конечно же, не особо что-то нам говорят о любви, да, а это карта благополучия финансового, комфорта финансового, состояния вот какого-то кайфа от того, что у вас все хорошо. Поэтому, да, что я могу сказать? Здесь и без этого мужчины у вас идет какая-то нормализация вашего финансового положения, благодаря тому, что вы сами такой человек, знаете, как бы на коня и вперед в бой. Благодаря каким-то вашим действиям, тому, что вы не отчаиваетесь, тому, что вы всегда впереди планеты всей, у вас идет финансовый прогресс, финансовое развитие и вот какое-то, знаете, состояние, что вы успокоились. Все у вас с финансами хорошо, появится какая-то стабильность. Ну, это вот как бы отдельно от темы. А вот что касается совета насчет этого мужчины, не делайте ничего. Скоро начнут происходить события. Он появится сам по рыцарю жезлов. Вот. Он появится сам, и у вас начнутся какие-то совсем другие размышления. Вот вы пообщаетесь с этим человеком, послушайте, что он говорит, и почему-то начнете думать по-другому о нем. Короче говоря, ждите. Совет такой. Ждите, выстраивайте свою финансовую базу. У вас идет очень хорошее такое, знаете, хороший подъем, улучшение ваших финансов в скором времени. Поэтому наслаждайтесь пока этим. Наслаждайтесь пока этим. А дьявол все делает сам, девочки. Уже прям страшно. Окей, благодарю вас, двоечки. Двигаемся дальше. Троечки, кто к нам пришел? Угу. Звездочка, звезда. Что это значит? Что это значит у нас? Ну-ка, давайте. Все рассказал про себя. Ну, слушайте, звезда, иерофант, страшный суд. Это творческий человек, это человек, у которого есть таланты, способности, они действительно имеются. Но, к сожалению, он не смог себя слишком явно проявить в этот мир. То есть он, может быть, идет по стезе своей звезды, своего предназначения. Например, он музыкант, или он певец, поэт, может быть, спортсмен,
да, такой прям звездный спортсмен, действительно с какими-то серьезными способностями. Вот, значит, он, может быть, идет по этой стезе, но не добился каких-то серьезных результатов. Или в детстве ему пророчили большое будущее, но это будущее не состоялось. Могло оборваться вследствие какой-то травмы или еще чего-то. И вот здесь у человека идет, знаете, такое ощущение недопризнанности. То есть мне говорили, что я гений, мне говорили, что я буду жить какой-то удивительной жизнью благодаря тому, что я гений. Но люди не видят во мне гения. Люди видят во мне какого-то обычного человека. И меня это очень сильно бесит. Я хочу, чтобы они видели во мне конкретно гениального человека. Человека, который способен на многое. Вот. Значит, у него внутри постоянно вот это, знаете, ощущение непризнанности собственного гения, непризнанности себя. Он от этого очень сильно страдает. Это, безусловно, есть некое нарциссическое проявление, безусловно. Вот. Значит, и он все время ждет похвалы, требует одобрения. Все его действия направлены на то, чтобы вы, например, да, вскинули глаза и сказали: «Боже, Боже, как ты прекрасен, как ты это сделал, как у тебя получается». Ни у кого не получается, у тебя получается, да. Вот, значит, и он не только от вас ждет этой похвалы, он ждет ее буквально от всех. Окружающие его люди должны на него молиться и божиться. Вот, значит, что еще? Этот человек женат, у него есть семья, и в этой семье это достаточно долгая история, то есть он женат уже давно на одной и той же женщине. Семья превратилась в некую данность, да, то есть как бы, ну, я женат, да, у нас есть дети, они уже там выросли, тоже, может быть, все поженились уже, вот, у нас есть дом, у нас есть то, я это разрушать не буду. Семья как данность. И он любит, он влюблен в какую-то кубковую королеву, я пока не знаю, вы это или не вы, с которой сейчас полностью отсутствует общение. Более того, эта королева может быть еще и заблокирована нашей прекрасной звездушкой. Вот, то есть он мог заблокировать женщину, в которую он влюблен. Для меня это, конечно, вообще нонсенс. Если честно, я вообще не понимаю, как такое возможно. Когда человек действительно любит, у него в сердце бушуют какие-то ураганы, да, энергии. Как можно любимую женщину заблокировать? Ну, здесь вот такое произошло, да. Вот. Давайте смотреть, касается это вас или не касается. Здесь у многих может быть действительно классическая блокировка, а у некоторых просто такое, знаете, прекращение общения, когда вы чувствуете пустоту. Хорошо. Давайте. Он о вас самому себе. Он о вас самому себе. Она мой дьявол. Все разрушено. Ну, это вы, это любимая женщина, да. Это моя кубковая королевишна. Все должно быть по правилам. Мы не должны. Я ушел, потому что все должно быть по правилам, говорит он, но вы его очень сильно тревожите. Очень сильно вы засели внутри него. Да, луна, луна, луна. Луна, 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 луна. Значит, здесь мужчина вами околдован и очарован. Вы тоже звезда. То есть, возможно, вы работаете на одном предприятии. Возможно, вы тоже популярны, так же, как он. Может быть, вы его учитель. Может быть, вы
обладаете способностями, но вы в принципе учитель. Да? Допустим, он пошел в карьеру на сцену, а вы пошли обучать. Ну, такое тоже может быть. То есть здесь идут схожие, такие смежные энергии между вами. И вы тоже звезда, и он звезда, и вы звезда. И он видит в вас какие-то очень-очень красивые энергии. Понимаете? Это не совсем про секс, это не совсем про любовь. Это про вдохновение и про то, как вы создаете пространство вокруг вас. Вы создаете какие-то творческие акты. И этот мужчина, несмотря на нарциссические черты, да, своей личности, на какие-то свои проявления, может быть, хамские в вашу сторону, он, тем не менее, видит в вас талант и признает этот талант. Вот, значит, он говорит о том, что вы его безумное искушение. И как бы он ни пытался растоптать это все, как бы он ни пытался обмануть сам себя, он долгое время занимался здесь самообманом, говоря, что он вас не любит, забыл, и не хочет видеть, и не хочет вообще вступать с вами в отношения. То есть он это все как бы проходил, работал над этим, не вышло, не получилось. Не получилось. Он говорит, чем больше я пытаюсь ее забыть, чем больше я пытаюсь ее перевести, может быть, во френд-зону или в зону коллеги, да, мы только коллеги, не выходит. Она, говорит, какая-то, как будто бы она пришла из прошлой жизни за мной и знает меня от и до. Как будто бы она чувствует каждую клеточку моего организма и моей души скорее, да, вот. Он о вас самому себе. Здесь есть притяжение, которое выше человеческого понятия любви. Здесь есть притяжение душ, притяжение духовное, когда вы понимаете друг друга. Вот, например, если вы работаете в каком-то музыкальном коллективе, да, вы можете играть на фортепиано, а он, может быть, на скрипке какой-то играет, да, и вот, допустим, вы можете дуэтом сыграть что-то великолепное, как будто вы чувствуете друг друга в этой музыке. Здесь разговор о творческих людях идет. И вы, и он творческие люди. И вы вместе – это такой божественный тандем. И вот он вас воспринимает внутри себя не как женщину, обладающую телом, обладающую сексуальностью, а как некое высшее божественное существо, человека, который приближен к Богу. Понимаете? У него очень такие высокочастотные энергии в вашу сторону направлены. Он говорит о том, что вы учитель его жизни, вы его научили, да, выходить из низкочастотных энергий. Может быть, он приставал к вам, вы ему отказали. Да, может быть, какое-то долгое время он там вам на что-то намекал, или перед вами встречался, флиртовал с другими женщинами. Вы это осуждали, вы это как-то ему объясняли. И он задумался через вас, он, короче говоря, задумался о чем-то более высокодуховном, о себе, как о высокодуховном существе. Он думает о вас, этот человек, он о вас думает, очень-очень много думает. И он вами очень сильно восхищен, признает ваш талант, ваш гений и говорит о том, что вы есть его дьявол, его искушение. Его искушение. Здесь, знаете, еще как интересно, у него это все периодами. Это не на постоянной основе его мысли о вас. У него бывает очень-очень сильное желание пообщаться, побыть в вашем пространстве, насладиться вами, напитаться, да, вашей энергией. А бывает, он превращается как будто бы в камень и хочет, наоборот, вас не видеть, отвергнуть вас от себя. Понимаете? То есть здесь человек испытывает какие-то такие вот дуальные энергии, очень двойственные, да, противоположные друг другу. Но вы его дьявол. Хорошо. Давайте посмотрим.
совет для вас. Совет для вас. Вы тоже о нем постоянно думаете. Луна и дьявол на вас обоих вот прямо не сходят, да, из колод. Никуда не девается, никуда не прячется. Вы как будто бы, знаете, привязаны друг к другу. Здесь сложно давать какие-либо советы. Здесь советы, знаете, не надо пытаться проявляться, и если он проявится, если вы действительно заблокированы, да, если он проявится, не надо его сразу рубасить и говорить: пошел ты там в одно место, да, не надо. Здесь нужно действовать по обстоятельствам, потому что, ну, реально вы с ним очень сильно связаны, вы как будто бы без этого человека вот начинаете, знаете, вытекать сами из себя, как будто вы теряете энергию. И он теряет, и вы теряете. У вас есть серьезная кармическая связка. Серьезная кармическая связка. Сейчас я посмотрю, какую природу это имеет. Ну, здесь, понимаете, может быть, что-то недоиграно в прошлых воплощениях между вами двумя. И вам нужно доиграть. Я не скажу, что доиграть нужно любовь. Может быть, вам нужно вместе создать какую-то симфонию, какое-то произведение искусства. Может, вы для этого встретились. Но разорвать с этим человеком отношения у вас точно не получится. Излечить себя от него тоже не получится. Вы так и будете сидеть в этой луне. По действиям, ну, здесь вообще про действия ничего не сказано. Понимаете? Здесь говорится о том, что самостоятельно проявляться не нужно. И если он появится, проявится, подойдет, ну, проявит заинтересованность, да, не надо быть резкой и жесткой. Здесь вот как-то, знаете, нам ситуативно все рассказывают, да, что действуй согласно определенной ситуации. Вот так. Без каких-то четких указаний. Ну, вот такой вот совет, девчонки. Что говорят, то и перевожу, собственно. Ну что, мои хорошие, благодарю вас за ваше внимание. Вот такой сегодня получился разбор. И я, как обычно, хочу пожелать вам только одного: встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.